Всем привет, дорогие друзья! Многие мне написали в комментариях, когда я показала вот это украшение лапы, как оплести и сделать вот такую оплетку. Конечно же, это очень легко. Это самый, наверное, простой способ плетения. Называется, наверное, мозаичный. И я ждала долго посылку именно с проволокой. И вот на днях я получила проволоку 0,6 миллиметров, как я использовала в этом украшении, золотого цвета. И здесь было 4,5 метра. И, конечно, мне нужно было украшение, чтобы вам показать эту оплетку. Я сделала из красного бисера, который я вам показывала, у меня был. Я несколько здесь оттенков смиксовала, все перемешала и набирала вот таким вот, как вы видите. Ну, неплохо смотрится. Красный цвет, конечно, я не очень приемлю, но украшение выглядит такое экстравагантное. Красный цвет, конечно, не всегда ношу, но у меня есть одна рубашка красная, и я думаю, будет неплохо смотреться такое украшение. Я также сделала 9 рядов, так как мне показалось самый наилучший вариант для меня. Оно не тяжелое. Если больше, наверное, было бы рядов, оно и уже тяжелее было бы на шее, а так комфортно лежит оно. И, конечно же, я выписала сразу бисер красного цвета, но, к сожалению, вот мне цвет не очень понравился. Он такой бледно-бледно-красный, как вы видите. Долго я выбирала вот такой номер, и я не нашла такие темно-красного цвета, я не нашла бисера. Сколько бы я не смотрела магазинов, в каждом магазине почему-то такой бледный цвет. Еще вот такой мне пришел из другого, по-моему, магазина. Здесь он глянцевый, как вы видите, здесь матовый, он без блеска. И здесь он блестит немножко. Вот такие номера бисера я выписываю всегда. И я думаю использовать вот этот бисер. Ну и, конечно, я буду добавлять золотого бисера, так как у меня проволока золотого цвета я поставила. И здесь как бы в бисере присутствует такой оттенок золотой. И я также, наверное, сделаю, покажу вам такой способ. И, конечно, это будет не для мастеров. Плетение очень легкий. И это будет только для новичков. Сразу вам хочу сказать, я не бисерный мастер. Я что-то умею. И для меня этот способ самый легкий. И я хочу вам показать примеры сейчас, какие можно сделать из именно такого плетения. Как многие тоже спрашивают, колечко у меня интересное, всегда на руках, на пальчиках. Это такой же способ, как вы видите. Такая же техника плетения, как и оплетка. Кабошончик оплетается точно таким же способом, также набирается и через один бисер добавляется, только по кругу уже. Оплетаем, добавляем бисер мелкий, чтобы стянуть, также с другой стороны. Вот вам и колечко. Плетем полосочку и здесь пришиваем ее. Есть вот такое у меня колечко. Здесь уже, конечно, высота побольше. Здесь несколько у меня рядов, чтобы закрыть камень. И также я плету вот эту основу для кольца. И также ее пришиваю. Еще можно сделать серьги. Я вам показывала такие серьги. Точно так же плетем. Любой рисуночек можно сплести. Соединяем. И получаются вот такие трубочки. Есть у меня и вот такое колечко. Здесь у меня камень. И посмотрите, я оплела несколько рядов. Также стянула пятнашкой с двух сторон. И стал камень в оплеточке. Также потом я пришила такую же основу. И получилось колечко. Также можно вот сплести полосочку. Здесь сделать какой-нибудь рисунок интересный. Вот такое колечко у вас получится. Еще вариант вот такого колечка. Здесь тоже такое же плетение, только потом мы добавляем уже бисер большего размера. Например, это
2 миллиметра, потом другой бисер у меня здесь идет, как вы видите, немного формы другой. И добавляем уже 8 миллиметров. Бисер голубой это 8 миллиметров. Ну и потом 2 ряда у меня идут бусинки, по-моему, 3 миллиметра. И потом также мы плетем вторую сторону, уменьшаем. И получается вот такое колечко. Тоже интересной формы. Плетем побольше, чтобы было удобно надевать и снимать. Вот так смотрится на пальчиках такое колечко. Есть такой вариант еще. Можно браслетик сплести. Только здесь я уже по 3 бисеринки собирала. То есть мы собираем бисер на нитку, но потом уже вплетаю по 3 бисеринки. И получается, посмотрите, какой красивый эффект. Нравится мне этот браслетик, оригинально выглядит. Еще можно вот так рисунок сделать. Здесь посерединке вплетается биконусы. Вот такой вариант можно сплести. Рисунки можно уже придумать, какие вам нравятся, или взять в интернете рисунков много. И еще я придумала один вариант. У меня есть вот такие коннекторы. Очень давно я их покупала, когда начинала, наверное, собирать украшения. И поставила такие коннекторы в украшения. Конечно, они пожелтели, поменяли цвет, были ярко-ярко серебряного цвета, без чернения, без желтизны. И потом я их сняла, так они у меня лежат. Были бы они, наверное, в медном цвете, им бы цены не было. А так я и не знаю, куда их поставить или только лаком покрывать сапон. Я вот так сплела тоже полосочку, ставила туда этот коннектор и закрыла. Этот сапон лаком покрывается, чтобы потом в дальнейшем не пожелтело. И все, и можно использовать также в украшении. Такой вариант интересный, да? Можно коннекторы поставить и 2 коннектора сбоку, а здесь уже бусы прикрепить. Можно впереди несколько таких коннекторов. Такой вариант еще. Вот такой вариант тоже оплетки можно сделать. Тоже плетете таким же способом. Я взяла кожу, склеила ее вдвое. Вот так вот. С 2 сторон у меня кожа. И вот так потом склеила. Оставила здесь место для жгута. Сплела вот такую полосочку. Сделала рисунок. И с этой стороны у меня вот так смотрится. Потом я сделала здесь дорожки. Соединила. Вот так. Такой в итоге получился кулон. Здесь я пришила кисточку с медной шапочкой. Помните, может быть, кто-то, когда я показывала, как можно использовать бисер кривой. Если кто-то не видел, я оставлю ссылочку, как сделать такой жгут. И у меня получился вот такой съемный кулон. И можно его снимать, можно придумать бусы какие-нибудь, сатуар. Также можно снимать его и менять в украшениях. Вот так у меня получилось, интересно. Здесь у меня медная фурнитура. Также я и поставила шапочку на кисточку медного цвета. И подобрала бисеры. Посмотрите, какое оригинальное получилось украшение. Вот, я уже давно делаю. Времени мало. И когда у меня остается какое-то время свободное, я оплетаю, пришиваю бисер. У меня вот такой еще бисер есть. Здесь у меня бронзовая шапочка, как вы видите, хорошо подходит по цвету. И если вам интересно, как сделать из бисера на вот таком шнуре, я оставлю ссылочку на это видео. Вот столько можно интересных сделать украшений с таким простым способом плетения. Ну и сейчас я вам покажу, как это делается. Золотой бисер. Я оставлю ссылки на бисер. Нитью я пользуюсь вот такой. 300 метров, 12 лб. Прочная нить, недорогая. И нить надо нам отмерить примерно больше метра. Где-то 1,30 м, 1,40 м, чтобы хватило на всю оплетку, не добавлять ничего. Добавляем стопорную бисеринку. Я беру вот такую большую, делаю хвостик, чтобы удобно было. И держаться за такую бисеринку удобно. Здесь у меня
примерно 3 сантиметра. 3,2. Я наберу, наверное, 20 бисерин. Основной бисер у меня будет красный. 20 бисерин я набрала. И теперь мне нужно померить, смотря какая у вас кожа. Вот подходит по длине. И провожу бисеринки. Вот так я буду держать. Так, бисер я, наверное, положу с этой стороны. И берем бисер. Первую пропускаем. Во вторую заходим. И вот так держим. Теперь подтягиваем. Здесь нам надо поставить 2 бисеринки. Вот таким способом. Чтобы вот так легли 2 бисеринки. Берем следующую. Одну пропускаем. И в следующую проходим. Иголочка у меня такая кривая. Уже изогнулась вся. Но мне удобно ей работать. Вот так подтягиваем. И бисер ложится вот такой мозаикой. Здесь очень легко. Главное первый ряд набрать. И потом пойдет у вас как по маслу. Одну пропускаем. Другую заходим через одну. И вот так становится. Самый, наверное, легкий такой способ сплести все, что вам понравится. И вот так он укладывается. Здесь мы держим пальчиком, придерживаем снизу. И вот так подводим к себе бисеринку. И в следующую проходим. Вот так они укладываются. Подвигаем к себе. И вот так делаем. И я дойду до конца и вернусь. Вот дохожу я до конца. И проходим в последнюю бисеринку. Так как у меня четное количество бисера, я выхожу из последней бисеринки. Если бы у меня было нечетное количество, здесь пришлось бы по-другому вплетать. Вот такая полосочка у нас получилась. Я всегда переворачиваю. Мне так удобно снизу вплетать. 2 ряда я сделала. Так, и теперь я буду золотой вплетать бисер. Беру золотой, также вот вплетаем. Мне удобно снизу вплетать, поэтому я переворачиваю всегда полосочку. Берем бисеринку и вот между бисером красным вплетаем золотой. Поэтому здесь очень такой простой способ. Это только для начинающих, кто вообще с бисером еще не работал, но хочет попробовать начать что-то плести. И я вам рекомендую не покупать пока дорогой бисер. Попробуйте вот китайский бисер. Он неплохой, достаточно ровный, похожий на делику. И начнете, когда уже плести, вас, если это затянет, понравится. И тогда уже можно покупать хороший дорогой бисер, если будете продолжать плести. И вот так получается. Посмотрите, как здорово, да, красный с золотым. Я думаю, будет красивая у меня плеточка. Вот я доплела, и теперь я буду опять вплетать красный цвет. Вот если не переворачивать, мне просто неудобно с той стороны. Кто-то плетет, наверное, так, не переворачивая. И проходим в золотой бисер. У меня будет 2 ряда красного и 1 ряд золотой. Также можно делать и рисунки, придумать любой орнамент. Но здесь еще есть другой нюанс. У меня 20 бисерин. Это четное количество. Ну а если нечетное количество, с одной стороны уже плетется немного по-другому. С одного края тоже покажу. Если, например, рисунок симметричный и нам нужна центральная полосочка, здесь уже нужно количество бисерин нечетное. Ну и вот так я сейчас сплету полосочку, сколько мне нужно, длиною эта полосочка и красную. Теперь красный ряд еще 1. Вот так получается красиво, посмотрите. Вот сплету и покажу вам. И вот такая вот пластинка у меня получилась. Я думаю, неплохо смотрится этот бисер. Немного отличается оттенок, но наоборот, я думаю, это и к лучшему. И я думаю, достаточно уже оплетать. Теперь мне нужно это соединить. А соединять очень легко.
всегда смотрите, чтобы одна нитка выходила с одного края, другая с другого. Вот в таком направлении. И тогда будет легко собрать. Здесь как пазлы становятся бисеринки друг в друга. Вот если посмотрим, выступают первая бисеринка, а здесь ее нет. И поэтому это легко вот так соединяется. Друг в друга становится бисер, и мы его пришиваем. Чтобы в натяжку было и крепко держалась эта оплетка, чтобы она не соскакивала с кожи. Кожа у меня как лаковая, и она хорошо прилегает и будет держаться. Никогда не соскочит. Вот я кладу ее прям ровненько впритык с кожей. И отсюда у меня выходит ниточка. И начинаем сшивать это все. И вот так проходим иголкой туда-сюда. Выступающие бисеринки. И вот так, посмотрите, получается. Вот я дошла до конца. Здесь у меня ниточка со стопорной бисеринкой выходит. И теперь я прохожу вот в эту бисеринку, где ниточка. И потом захожу вот сюда, прохожу еще раз в эту же бисеринку. Ну и теперь нужно закрепить. Пока эту ниточку я оставляю, я ее потом тоже закреплю. Ну а теперь я пройдусь еще по бисеринкам, чтобы закрепить это все. Вот так проходим обратно. И до конца я дойду. И дошла я до конца, вывела ниточку. И теперь тоже похожу по бисеринкам, по крайним. Вот так. Подтягиваем ниточку, чтобы не болталась. Вот так все плотно лежит. Ну и можно уже обрезать. Обрезаю я горелкой. Хорошо ее натягиваю. И обрезаем. Аккуратно, чтобы ниточку не разрезать другую, которую плели. А то все разойдется. Так. И теперь здесь я убираю бисеринку, вставляю иголочку. Иголочку в нитку или нитку в иголочку. Наверное, и нитку в иголочку. И теперь здесь я тоже закреплю. Как же неудобно все это показывать. Но я стараюсь вам показать, чтобы было видно. Вот, например, у меня выходит ниточкой. И проходим вот так в бисеринку. И также я сделаю, как и с той стороны. Просто ее зигзагом проводим в бисеринке. И также я обрежу ее. И идеально ровно получилось. Не видно кожу, она не выступает. Посмотрите, как ровненько. И все держится натянуто. Оплеточка на коже стоит. И никогда она не соскочит. Как интересно получилось. Даже мне нравится, что другой оттенок бисера получился. И вот такое у меня еще одно украшение появилось. Из такого неровного, некалиброванного бисера. И в этот раз я взвесила бисер. У меня ушло 55 грамм. Так как у меня мало рядов, сколько? 9 я говорила рядов. И ушло примерно 55 грамм бисера. И вот такое украшение у нас получается с оплеточкой. И еще один вариант хочу показать. Вот такую я сплела оплеточку. Я ее соединю. У меня ниточка закончилась. Может быть, еще доплету немного больше. И сейчас уже осень на носу. Я достала свои платочки красивые. Сделаю вот такую вот оплетку, колечко такое, в которое можно вставить платок, косынку. И также вы можете сплести и вот завязывать, например, косыночку сзади, а здесь у вас будет вот такое украшение из бисера. Но это все-таки для тех, кто любит бисер и хочет научиться. Даже я попробовала вставить вот этот кулон-подвеска на платок. Посмотрите, как оригинально тоже смотрится. С такой оплеточкой, с таким простым способом плетения, сколько можно вариантов придумать.
Надеюсь, мой урок был понятен для вас и видео было полезно для кого-то, кто хочет научиться плести из бисера. Я вам привела массу вариантов, как можно использовать эту технику бисероплетения. Учитесь, пробуйте, и вам понравится. Я думаю, будет интересно поработать с бисером начинающим. Ну, а мастера бисерные, напишите мне тоже свое мнение. Очень будет интересно. Жду от всех комментарии. Ну, а если понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет приятно. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Это тоже важно для меня. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!